Ты чего здесь стал? Крупная рыба ударила. Ха, чудак. Сейчас вся рыба на отмели. Пошли? Нет. Я тут попробую. Советский Союз обладает самой большой сетью рек в мире. В водную систему нашей страны входят 12 морей, сотни тысяч больших и малых рек, десятки тысяч озер. Советский народ справедливо называет свою отчизну великой морской и речной державой. О первых лодочных моторах СССР известно крайне мало. Есть только их названия и иллюстрации из советских книг по лодочным моторам конца 50-х, начала 60-х годов. Первые попытки наладить производство собственных подвесных лодочных моторов СССР пытался предпринять еще до Великой Отечественной войны. Один из первых таких моторов был «Пионер» – двухцилиндровый двухтактный пятисильный мотор. Он выпускался с 1933 года в Москве. Около 150 глухонемых рабочих стали пионерами в производстве советских подвесных лодочных моторов. Эти ребята были из деревень Московской области и до этого росли неграмотными. Условия труда были тяжелыми, топили плохо, работали в пальто, в шапках. За 1934 год выпустили 685 моторов, работали в 2 смены. Как же смогут существовать пионеры, если нет октябрят? Видимо, исходя из этой логики, на том же заводе выпускался небольшой маломощный мотор «Октябренок». 2 лошадиные силы, производился в Москве в период с конца 30-х до начала 50-х годов. Наиболее распространенным мотором того времени был мотор А8. 8 лошадиных сил, производился в период 30-40-х годов, было произведено более 20 тысяч штук. Еще один мотор той эпохи – это оппозитный ЛМ-7. 17 сил, производился в Рыбинске в период 30-40-х годов. Это был второй по массовости мотор в СССР тех времен после А8. Было выпущено 20 тысяч штук. Примечательно, что до появления вихря в 60-х годах моторов такой мощности в стране не производилось, да и первые серийные вихри едва выдавали 16 сил. Итак, кто сказал, что его нет? Он есть. Самый мощный подвесной лодочный двигатель довоенного производства в СССР ЛМ-7 собственной персоной. Это двигатель моего дедушки Платонова Александра Васильевича. Последний раз мы с ним ездили на нем в 1970 году. Ну, к сожалению, деда уже нет. Вот. Я его немножко привел в божеский вид. Есть тут кое-какие мелкие недочеты. Ну, в общем-то, надо его по новой собрать, вырубить свежие прокладки под выхлопные окна. Так, нету румпеля у него, не мог я его найти. Вот такой вот двигатель. Что в паспорте написано, у него 44 килограмма. Там или опечатка, или что, я не знаю. Весит он килограмм 60. Сталь, чугун. Вот. 17 лошадиных сил. Ну, по ощущениям, когда мы с дедом на нем ездили, крутил он где-то примерно 1003-3,5 оборотов. Значит, история этого двигателя.
После ранения в годы войны мой дед работал на речном флоте в ремонтной мастерской. Этот двигатель стоял на рабочем понтоне. Было средство передвижения. И его ушатали так. Работал он очень много. Потом, видимо, списали его и деду продали. Дед мне рассказывал, что пришлось растачивать цилиндры. Делал он это вручную. Точил из березы кругляш. Резал в нем паз, вставлял нож и вот так вот доводил их до определенного диаметра. Потом он изготовил к нему новые поршни. И вот этот двигатель у него много лет работал. Лодка была шитик. Заводская деревянная лодка. Длиной порядка 7 метров. Вот. Так что вот такой мотор. На сегодняшний день, приложить руки к нему, я думаю, он работает. Да, вот это знаменитый боксер. То есть у него цилиндры, поршни ходят одновременно навстречу друг другу. Моторы, которые выпускались в Советском Союзе с 30-е по 40-е годы, были сырыми и не очень надежными. Даже коллекционеры знают эти моторы только по названиям. Например, лодочный мотор Болтвод и даже мотор Дип. Догоним и перегоним. Оппозитный лодочный мотор ИМА мощностью 14 лошадиных сил. CLC-5 22 кг, 4,5 лошадиные силы. Четырехтактный С-10 мощностью от 10 до 12,5 сил и весом 86 кг. Однако по этим двигателям крайне мало информации. Лодочный мотор ЛМ-1 производился с конца 40-х до середины 50-х годов. Особенность двигателя – возможность работы на керосино-масляной топливной смеси. Пуск и прогрев двигателя производятся на бензиновой смеси, а затем двигатель переводится на керосино-масляную смесь благодаря конструкции карбюратора с легкосъемной крышкой поплавковой камеры. Вот так выглядит по сравнению с современной свечой свечка. Классно! Советские инженеры не создавали что-то принципиально новое. Каждый мотор разрабатывался с пристальным подглядыванием за иностранными производителями, иногда полностью копируя их. Иногда со своими изменениями. Сначала это были в основном Эвенруды и другие американские бренды, иногда английские и немецкие. ЛМР-6 выпускался с 1940-х до 1962 года. Лодочный мотор речной. В простонародье часто ошибочно называемый «Звезда», как и его собрат. У нас знают в основном армейскую модификацию ЛММ. Лодочный мотор морской. Выпускавшуюся Богородским механическим заводом с 1940-х годов по 2008 год. ЛМР и ЛММ имели разные подводные части, систему охлаждения, передаточное число редуктора и гребной винт. В мотоголовке и во всем остальном моторы различий не имели. ЛММ на 17 лет пережил страну, в которой был создан, пережил своего собрата на конвейере на долгие 46 лет, стал рекордсменом по продолжительности выпуска в СССР и одним из самых старых моторов, долгожителей в мире. Даже сегодня иногда абсолютно новые моторы выставляют на продажу в заводской коробке или законсервированные с хранения. ЛММ-6, лодочный мотор морской 6, или в народе его называют «Звезда». «Звезда» эту серию моторов называют именно вот из-за того, что на цилиндре находится вот такая красная звезда. Вот эти моторы производились с 1940 года по 2008 год, почти без изменений.
Отлично. Отлично работает. Охлаждение идет. Ну-ка. Дай-ка, Саша, я газану. Ох. Мотор «Чайка» выпускал завод в городе Рыбинск, в то время город Щербаков. Выпускался примерно с 1950 до 1956 года. «Чайка» являлась копией английского мотора British Anzani Pilot. 1,8 лошадиных сил. Один цилиндр. Два такта. Охлаждение работает. Мотор сохранился хорошо, работает на всех своих оригинальных комплектующих. За 70 лет ничто не развалилось, не сгнило, не потеряло своих свойств каких-то эластичных. Зажигание работает, то есть электрические элементы сохранили свои свойства, и конденсаторы, катушку не пробило. ЛМ-250. «Волга». 10 лошадиных сил. 250 кубов. Собственная разработка СССР, изготовленная в цехах Рыбинского моторного завода, в серию не пошел. Появившийся в непростом 1953 году лодочный мотор ЗИФ-5 явился для советских водномоторников изделием поистине эпохальным. Не похожий ни на что из выпускаемого на то время ассортимента моторов, он предлагал новый уровень приятных мелочей, ранее на советских моторах недоступных. Впервые на отечественном подвеснике был применен запуск ручным стартером с самоубирающимся металлическим тросом. Имелись удобные ручки для укладки и переноски, крайне удобная система подвески в регулировке и эксплуатации. Вместе с ЗИФ-5 до 1965 года одновременно выпускались еще два мотора – ЗИФ-5М и «Стрела», имеющие существенные от ЗИФ-5 внешние отличия, внутри отличались по мелочи. Почти все детали у них были взаимозаменяемые. Лодочный мотор «Стрела» был первым массовым лодочным мотором, предназначенным для продажи населению СССР. Все выпускаемые до этого советские лодочные моторы, тот же «Пионер», ЛМ-1 или ЛМР-6, поставлялись только организациям и артелям. Несмотря на все недостатки, лодочный мотор «Стрела» позволил приобщиться к водномоторному образу жизни сотням тысяч советских граждан. Попробуй еще раз.
Подвесной лодочный мотор Рига-125, выпускаемый в 50-х годах, предназначался главным образом для спортивных целей. Обладал хорошими ходовыми качествами, достаточной мощностью и экономичностью. Имеет обтекаемую форму. Отличительной особенностью конструкции является применяемость мотоциклетных узлов и двигателей при изготовлении мотора, что упрощает обеспечение его запасными частями. С вашего разрешения я удаляюсь в лодку. Хорошо. Все равно я утоплю вас, дядя Митя. Вы красивее всех. Он разум потерял из-за вас. Помнится мне, возвращался я с одного конгресса морем и решил провести денька 3 в Афинах. Минутку, Паш, ведь никого же нет. Что ж ты мне одному насчет каких-то там Афин заливаешь? Лодочный мотор «Москва» производился на московском машиностроительном заводе «Красный Октябрь» с 1955 по 1963 годы и Ржевским заводом автотракторного электрооборудования с 1963 по 1966 годы. До Москвы самым мощным мотором, выпускаемым советской промышленностью, была пятисильная «Стрела». Своим появлением 10-сильный мотор дал толчок в развитии индустрии моторных лодок в СССР, позволил перейти водномоторникам от водоизмещающих лодок к глиссирующим. За основу был взят один из лучших моторов того времени – американский мотор Scott Atwater 10. Москва имела устройство, характерное и для мотора наших дней. Ручной стартер с самоубирающимся шнуром, питание топливом от отдельного переносного бензобака, поддон и кожух для защиты от заливания водой и снижения шума. Совершенный карбюратор с центральным расположением поплавковой камеры, регулируемым главным жиклером и пусковой воздушной заслонкой. Была предусмотрена подвеска с амортизирующими пружинами, насос для откачки воды из лодки и редуктор с возможностью включения задней передачи. Были предусмотрены 2 грибных винта, скоростной и грузовой, что позволяло эффективно использовать мощность мотора при различных загрузках судна. Давай. И раз. Спиртику наберем, рыбки, хлеба. Сутки туда, сутки обратно. В самый раз успеем. Москва-М – это дальнейшее развитие лодочного мотора «Москва». В 1963 году завод «Красный Октябрь» передал документацию на Москву Ржевскому заводу автотракторного электрооборудования, а сам занялся подготовкой производства мотора «Нептун». До 1966 года ржевцы выпускали старую «Москву», подготавливая между тем производство мотора «Москва-М». Новый мотор получился более чем удачным. В результате модернизации были устранены многие недостатки предыдущей модели. Дальнейшим развитием Москвы стало появление в 1970 году мотора «Москва-12,5». За счет повышения степени сжатия, изменения формы камеры сгорания и фаз газораспределения подняли мощность мотора «Москва-М» до 12,5. Вскоре был изготовлен опытный экземпляр водометного мотора на базе «Москвы-12», называвшийся «Комета». В 1968 году ржевцы первыми в стране освоили производство моторов мощностью 25 сил. Это была «Москва-25». А затем «Москва-30 сил». Основой для «Москвы-25» и ее модификаций, включая мотор «Москва-30», послужил американский Scott Spot 1959 года. Однако копия получилась неудачной. 2 основные причины – попытки снижения себестоимости и низкая культура производства. Большое количество рекламаций со стороны потребителей привело к закрытию производства в 1976 году.
Помимо базовой модификации 30-сильного мотора, выпускалась электрифицированная Москва-30Э с электростартером, электроприводом воздушной заслонки и генератором переменного тока с выпрямителем для подзарядки аккумуляторной батареи. Разработаны два варианта этих моделей. Москва-30D и Москва-30ЭD с удлиненной дейдвудной трубой, рассчитанных на высоту транса 510 мм. Этот мотор называется Москва-35. Это двухкарбюраторный российский монстр. Вот можете здесь видеть. У него стоит два карбюратора, два бинга. Этот мотор, спасибо огромное, мне отдал Игорь Большаков из города Казани. Отдал за даром. Представьте, таких в мире 6 моторов всего. В 1965 году на выставке был представлен специализированный гоночный мотор «Москва», развивавший мощность 28 лошадиных сил и весом 26 килограммов. Гоночные моторы всех классов нашим спортсменам нужны как воздух, и чем скорее таковы будут выпущены каким-либо солидным предприятием, тем лучше. В 1959 году появились первые сообщения о предстоящем выпуске двухцилиндрового шестисильного подвесного мотора АК, который так и не увидел света ни в массовом, ни хотя бы серийном выпуске. В 1964 году конструкторским бюро Богородского механического завода разработан мотор мощностью 19 лошадиных сил АК-16. Была назначена междуведомственная комиссия для проведения испытаний и приемки мотора, были выявлены достоинства и недостатки мотора. Однако так и не было изготовлено опытной партии моторов с учетом всех замечаний для последующего проведения испытаний и окончательного решения вопроса о серийном и массовом выпуске этого лодочного мотора. В начале 60-х годов Московский машиностроительный завод «Салют», выпускавший разборные лодки и байдарки, взялся за создание и производство легкого двухсильного мотора. Поршневая группа мотора была заимствована от широко распространенного одноцилиндрового велосипедного двигателя D5. Мотор планировалось назвать «Турист», но выпускаться он стал как «Салют». Его вес составил 12 килограммов, вдвое легче, чем у «Стрелы», но все же тяжелее зарубежных аналогов. В 1973 году, после модернизации системы зажигания, на смену «Салюту» пришли «Салют М» и модель мотора со складным дейдвудом «Спутник», который уступил место складному «Салюту С», выпускаемому практически без изменений до конца 2000-х годов. Лодочный мотор «Кама» был построен на базе двигателя мотопилы «Дружба», выпускался с 1963 по 1966 годы Пермским машиностроительным заводом. Сравнительная доступность и функциональная завершенность двигателя мотопилы «Дружба», а позже и мотопилы «Урал», позволяли любителям технического творчества создавать подвесные лодочные моторы собственных конструкций по образцу мотора «Кама», но устраняя его основные недостатки. Успех этого двигателя еще на этапах разработки был под сомнением, однако завод производства все-таки начал. Мотор «Кама» изначально разрабатывался для леспромхозов, где унификация мотора и мотопил позволяла существенно снизить номенклатуру поставляемых запасных частей. Однако именно по причине такой унификации мотор получился неудачным. Двигатель мотопилы не был рассчитан на длительную работу в режиме максимальной мощности. Не спасало и орошение цилиндра водой. Да и мощность мотора в 3 лошадиные силы для тяжелых лесосплавных лодок явно была недостаточной. Поставлялся мотор и в торговую сеть,
Однако даже в 60-е годы, несмотря на невысокую цену и острый дефицит других моторов, спросом не пользовался. Вскоре после освоения производства мотора оно было прекращено. Лодочные моторы «Ветерок» выпускались Ульяновским моторным заводом с 1964 года по август 2008 года. За прототип нового мотора был выбран мотор «Москва», но конструктивное исполнение ряда узлов существенно отличалось. Считалось, что по своим потребительским характеристикам в 60-70-х годах практически не уступали лучшим зарубежным моторам аналогичной мощности. От других отечественных подвесных лодочных моторов «Ветерки» отличались низким уровнем шума, лучшей надежностью и долговечностью, легким и стабильным запуском. Как и другие подвесные моторы производства СССР, «Ветерок» имел ряд конструктивных недоработок, усложнявших его эксплуатацию или приводивших к нештатным ситуациям. В то же время их число в сравнении с другими моторами было невелико, и завод в ходе модернизации их устранял. Серийно выпускались моторы мощностью 8 и 12 лошадиных сил. Штучно выпускались гоночные моторы «Ветерок-34» и «Ветерок-43», на которых устанавливали мировые рекорды скорости и не раз одерживались победы на крупных международных соревнованиях. Заявленная мощность гоночных моторов получена при 12 тысячах оборотах в минуту, а наивысшее число оборотов, зафиксированное при работе «Ветерка-34», составило 14 тысяч оборотов. «Ветерок-75» и «Ветерок-100» были разработаны для спортивных лодок и скутеров. Был также создан опытный образец мотора «Ветерок-18» с четырехтактным двигателем. В начале 60-х на Куйбышевском моторостроительном заводе имени Фрунзе тоже задумались о том, как заменить стрелу более совершенным мотором. Причем мотором большей мощности, чем у наиболее распространенной тогда Москвы. С целью удовлетворения потребности в мощном моторе, с конца 1965 года выпускается новый подвесной лодочный мотор «Вихрь», предназначенный для широкого использования на мотолодках и малых катерах хозяйственного, спортивного и туристского назначения. За основу этого двигателя был взят немецкий Кёниг-20. Лодочные моторы семейства «Вихрь» – это настоящий парадокс отечественного малого флота. Это самые массовые в стране моторы. Несколько лет «Вихрь» оставался самым мощным отечественным подвесным мотором. В лучшие годы ежегодно выпускалось до 150 тысяч «Вихрей» 3 марок, 2 заводами. И все это количество в магазинах не залеживалось. Прибавь газу. Хлюпик, наверное, уже проснулся. Это надо же! Сам подсказал этому недотепе, где искать талон. Вот, сами виноваты, а меня апельсинами пытали. Одного товара съел на 100 рублей, не считая обслуги. Степа! А? Ты лучше за мотором следи. Какие-то посторонние шумы слышатся. Мотор в порядке. Витамины шумят. Мотор имел массу недостатков, но невзирая на это позволял выводить на глиссирование казанку с семейным экипажем на борту.
А любители высоких скоростей, установив 2 вихря, выводили на глиссирование гораздо более крупные мореходные суда. На долгие годы устранение конструктивных недостатков вихря стало массовым народным творчеством. За свою историю моторы неоднократно усовершенствовались и выпускались новые модели – Вихрь-25 и Вихрь-30. Однако они не лишены недостатков и постоянно продолжали модернизироваться. Огромное количество статей про слабые места и усовершенствования было описано в книгах и журнале «Катера и яхты». Для моторов «Вихрь» в 1970 году был изготовлен промышленный образец водометной насадки «Ветер», на основе которой изготавливались самодельные водометные насадки, так и не дождавшись выхода в серийное производство подвесного водомета. В самом конце 70-х годов были разработаны, изготовлены на заводе и испытаны образцы новых более мощных вихрей мощностью 40 и 60 лошадиных сил. Эти моторы должны были начать новый класс подвесных моторов и разрабатывались без расчета на взаимозаменяемость деталей с изготавливающимися моторами «Вихрь». Образцы первой опытной партии 45-го вихря после некоторых доводочных работ в 1983 году успешно прошли все необходимые стендовые и ходовые испытания, однако в серийный выпуск моторы так и не пошли. Передав в 1963 году производство 10-сильной Москвы Ржевскому заводу, московский завод «Красный Октябрь» приступил к подготовке производства нового более мощного мотора. С самого начала конструкторы ориентировались на создание мотора, ни в чем не уступающего лучшим мировым образцам. На этот раз они отказались от идеи прямого копирования какого-либо зарубежного мотора, хотя безусловно и находились под влиянием шведских идей. Например, дизайн мотора был явно позаимствован у 20-сильного мотора шведской фирмы Electrolux. Новый подвесной мотор был запущен в серию в 1967 году и получил название «Нептун». Мощность «Нептуна» составляла 18 лошадиных сил. При рабочем объеме 346 см кубических, вес был 43 кг, расход горючего 8 литров в час, что было значительно лучше соответствующих показателей тогдашнего вихря. Но главным было то, что конструктивные решения всех узлов отличались от вихревских надежностью и удобством обслуживания. Практически сразу после организации серийного выпуска «Нептуна» его разработчики взялись за совершенствование конструкции и устранение детских болезней. Вскоре была выпущена модификация «Нептун М». За счет повышения степени сжатия мощность мотора была повышена до 20 лошадиных сил. В 1971 году началось производство «Нептуна-23». Мотор получился надежным, но все же имел свои недостатки, которых по сравнению с вихрем было в разы меньше. За годы выпуска мотор модернизировался. Были изготовлены опытные образцы трехцилиндровых 33-сильных моторов, 23-сильных моторов с электростартером и электронным зажиганием, которые неплохо показали себя на гонках. Пошел? Пошел процесс. Контрольный. Эскизный проект мотора, получившего заводское наименование PLM-5 «Альбатрос», обсуждался и был рекомендован к разработке на расширенном техническом совещании в Ульяновске в 1963 году. В
1966 году были готовы не только рабочие чертежи, но и несколько первых образцов, которые проходили заводские лабораторные испытания. Некоторые образцы уже прошли почти 500-часовые ресурсные испытания. Тем не менее, никто не выпускает этот мотор. ГЛМ – гоночный лодочный мотор. В 1967 году проводились ходовые испытания на скутере соответствующего класса на скорости 98 км в час. Общее количество наработанных часов, включая доводочные и стендовые испытания, составило 3,5 часа, что для гоночных моторов уже является приемлемым ресурсом. Неисправностей и поломок мотора не было. Однако серийного производства мотора так и не состоялось. В 1967 году мастер спорта, неоднократный рекордсмен и чемпион СССР в классе скутеров Олег Гаврилов сконструировал и уже испытал на воде самый легкий в мире подвесной мотор с водометным движителем, названный им «Гномом». Еще в 1960 году Гаврилов своими руками изготовил подвесной гоночный мотор, на котором ему удалось побить предыдущий рекорд Союза. Причем скорость, показанная на этом самодельном моторе, превысила скоростные достижения импортных моторов Кёник и Дельфин. В 1965 году при его активном участии был создан весьма оригинальный мощный подвесной мотор «Нептун». Никаких сенсационных и секретных новинок в «Гноме» не было. Но за рубежом несколькими фирмами выпускались водометные и винтовые подвесные моторы примерно такой же кубатуры и аналогичного назначения, но даже самый легкий из них почти вдвое тяжелее «Гнома» и гораздо сложнее в конструктивном отношении. Интересно отметить, что на стоянках «Гном» может выполнять функции электростанции. Ведь его система зажигания включает осветительную катушку, рассчитанную на достаточно мощное освещение, например, фара мопеда, стояночный свет и аварийный красный сигнал. Небольшая опытная партия моторов «Гном» была изготовлена в Ленинграде. Моторы начали проходить стендовые и натурные ходовые испытания, на основании которых будет решаться вопрос об их массовом выпуске. Но по неизвестным причинам мотор в серийное производство не пошел. Многие любители воспользовались конструктивной схемой для изготовления водометных приставок к своим моторам. Одной из таких любительских разработок являются предлагаемые ленинградцам Молчановым водометные насадки к лодочному мотору «Салют». Хотя после переделки мотора скорость передвижения падает на 15-20%, для многих рыбаков этот недостаток с лихвой возмещается значительным повышением проходимости лодки. Лодочный мотор «Прибой» выпускался с 1968 года по начало 80-х одним из оборонных заводов в Перми. В отличие от ранее выпускавшихся в СССР моторов мощностью до 5 сил, двигатель «Прибоя» выполнен двухцилиндровым с дефлекторной продувкой. Конструкция «Прибоя» обеспечила более надежный запуск и позволила снизить вибрацию по сравнению с одноцилиндровыми предшественниками. В целом мотор получился достаточно надежным и легким, но расход топлива был выше, чем у аналогов, и сложности запчастями из-за малой унификации узлов «Прибоя» с другими моторами. Во второй половине 1960-х годов коллектив конструкторов Казанского моторостроительного завода, возглавляемый Сергеем Петровичем Островским, приступил к разработке нового подвесного мотора. Отвергнув идею копирования зарубежных образцов, казанцы задались целью создать лучший мотор в своем классе. Конструкторам авиамоторов эта задача оказалась по плечу, и они создали «Привет-22». Легкий, надежный и экономичный мотор. Все 5 лет до начала серийного выпуска «Привет» участвовал в соревнованиях и испытаниях. Мотор постоянно совершенствовался и показывал прекрасные результаты, а к началу серийного выпуска в 1973 году уже был лишен детских болезней. За счет применения системы настроенного выпуска при том же рабочем объеме, без повышения часового расхода топлива, удалось получить мощность свыше 25 лошадиных сил и создать «Привет-25».
Отличий от серийного 22-го привета было много. Полностью изменено художественно-конструкторское решение мотора. В 1981 году партия решила бороться за чистоту окружающей среды. Цены на лодки и моторы выросли, значительно подорожал бензин. Резко понизился спрос на водно-моторную технику, в результате чего в 1982 году выпуск моторов «Привет» был прекращен, а разработки передовых моторов того времени так и остались в единичных экземплярах, например, 40-сильный «Привет». Подвесной электромотор «Сниток». В 1975 году Псковский электромашиностроительный завод изготовил опытные образцы первого отечественного подвесного лодочного электрического мотора «Сниток». Питается мотор от автомобильного 12-вольтового аккумулятора. Это будет хороший подарок любителям рыбной ловли. Конструкция мотора вполне современная и представляет собой электродвигатель в герметичном корпусе, прикрепленный к вертикальной штанге, внутри которой проходит кабель питания от коробки управления. Штанга может поворачиваться на 360 градусов, и тем самым осуществляется маневрирование лодки. Вот такой интересный подвесной электромотор времен СССР нам прислал наш подписчик Игорь, за что ему огромное спасибо. И этот мотор займет достойное место в нашей экспозиции. Марка мотора EPL 2U5 76 года выпуска. EPL, видимо, расшифровывается электрический подвесной лодочный. Ну, видимо, как-то так расшифровывается. 2U5. Не знаю, что эти цифры значат. Мощность мотора, я вот почитал его характеристики, 144 ватта. Или это 0,2 лошадиных силы. Мотор ставился на небольшие лодочки. В то время были, конечно, просто обычные аккумуляторы автомобильные. Подключался к автомобильному аккумулятору и эксплуатировался. Скорости, конечно, были небольшие, но для передвижения по озерам каким-то было достаточно удобно. То есть легкий, компактный. Все. Достаточно бодро жужжит. Реверс выполнялся двумя способами. Мог выполняться, ладно, выключу. Реверс выполнялся двумя способами. Или можно было мотор развернуть на 180. Или можно перекинуть клеммы. Происходило реверсивное вращение двигателя, соответственно, и реверсивное движение. Ну, здесь типовые струбцины. Вот румпель такой. Здесь также можно было вот этим зажимами, вот этим фланцем можно было регулировать высоту погружения. Подвесной электромотор «Форель» имеет два режима работы – полный и малый ход, а также передний и задний ход. Конструкция мотора разработана на одном из московских заводов в 1982 году. По сравнению с выпускаемым уже в течение нескольких лет серийным мотором «Сниток», новый мотор имеет ряд преимуществ. При большей мощности «Форели» его габариты и масса значительно меньше. Результаты испытаний были положительными, однако производство мотора так и не было освоено. Были отдельные интересные разработки, например, трехцилиндровый «Привет» на базе «Привета-22», четырехцилиндровый «Вихрь» на базе «Вихря-25», водометный мотор «Весло Мещера» и многие другие экземпляры. В 1973 году на Казанском моторостроительном производственном объединении в одном из цехов силами энтузиастов завода по инициативе Сергея Петровича Островского началась разработка и проектирование нового мощного лодочного мотора. За основу брали лучшие мировые достижения, в частности Yamaha и Mercury. Разве что не было выхлопа через ступицу винта. Это было реализовано лишь в последних модификациях. Получился двухтактный трехцилиндровый 50-сильный лодочный мотор,
который выпускался с 1973 по 1979 годы. За эти годы было произведено всего 500 этих моторов. В свободной продаже они так и не появились. Их обладателями стали некоторые высокопоставленные лица, гонщики, силовые ведомства. Моторы «Старт» получали прекрасные отзывы на испытаниях. Массовое производство откладывалось, мотор доводился до идеала. В 1978 году была продемонстрирована очередная новая модель «Старта». За нее коллектив разработчиков получил награды. Отмечалось, что этот мотор воплотил самые передовые технологии и даже опередил свое время. В 1980 году планировалось начать массовый выпуск флагманского советского мотора. Почему же мы так и не получили отечественные моторы, по качеству не уступающие американским и японским моторам? Есть две версии. Первая версия официальная. В сентябре 1981 года лодки и моторы подорожали в 2 раза. Повысились цены на бензин и многие товары. Упал спрос на лодки и подвесные моторы. Прекращены конструкторские работы в этой области. С производства сняты многие модели моторов. Вторая версия неофициальная. Из-за ввода советских войск в Афганистан, США объявили нам санкции. В том числе они перестали поставлять турбины для строящегося газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. Была поставлена задача срочно изготовить замену импортным турбинам. Все силы завода были брошены на решение этой первоочередной задачи. За 1 год турбины были спроектированы и запущены в производство. Производство товаров народного потребления было прекращено. А через несколько лет начал разваливаться Советский Союз. Так мы и не увидели собственного отечественного надежного и мощного подвесного лодочного мотора. Бийск-45. Первый экспериментальный образец был создан к концу 1990 года по эскизам Владимира Григорьевича Черкасова. Образец Бийска-45 показал неплохие результаты на ходовых испытаниях. Новый трехцилиндровый мотор получил название Бийск, 45 лошадиных сил, 70 кг. Заявленный моторесурс до 2000 часов. Это в 3-4 раза превышает моторесурс отечественных подвесников других марок. Работа шла быстрыми темпами. В сентябре 1992 года взяли в аренду у авторемонтного завода пустующий цех площадью 1200 квадратных метров и быстро установили в нем все необходимое станочное оборудование. К этому же времени заключили договоры с 40 контрагентами на поставку комплектующих изделий. К началу серийного производства все было готово, и 19 декабря 1992 года был собран первый серийный мотор опытной партии. Рассказывает Владимир Григорьевич Черкасов, главный конструктор лодочного мотора «Бийск». С утра производство запустили на полную мощность. Примерно с обеда в транспортном пролете нашего цеха начал собираться народ. Ажиотаж собравшихся из-за сообщения руководства о том, что первый же мотор должен без всяких дополнительных регулировок и настроек завестись сразу, как только поступит со сборочного участка. Такого на заводе не бывало. Как правило, с запуском отремонтированных автомобильных двигателей бились подолгу. Запуск доверили мне. Должен сознаться, я немного волновался. На самом видном месте установили 200-литровую бочку с водой. И вот на тележке привезли первый Бийск-45. Поставили его на бочку, подключили бензобак. Под взглядами нескольких сотен людей я намотал на маховик стартовый шнур и прокрутил маховик, чтобы засосать горючее. Толпа замерла. Накрутив заново шнур, я рывком дернул его. Мотор не подвел, сразу завелся и ритмично заработал под радостные возгласы собравшихся. Я даже не видел, что было дальше. Шампанское из разбитой, а мотор бутылки попало мне в глаза. Все ликовали. Бийск-45 получил путевку в жизнь. Рассказ продолжает Георгий Михайлович Гориинов, бывший генеральный директор компании «Конвейер», кандидат технических наук. В первом квартале 1993 года в отдельные месяцы выпускались по 250-260 моторов. Всего за год было выпущено порядка 1000 моторов. В 1994 году такое же количество. 1500 из них ушло в Якутию, 500 в северные районы Сибири.
Но вот с середины 1994 года началась эпоха неплатежей. Нечем стало платить зарплату, налоги, расплачиваться с поставщиками. Я поехал в Москву, пытался получить оборотные средства, а получил тяжелейший инфаркт и, как следствие, инвалидность. 17 декабря 1997 года вышло постановление суда о ликвидации акционерного общества. Таков финал, характерный для многих отечественных предприятий. Лодочный мотор «Бийск», который мог стать самым мощным массовым отечественным лодочным мотором за всю историю, повторил печальную судьбу моделей «Вихрь-40», «Вихрь-50» и «Вихрь-60». В 1993 году ульяновцы решили вновь вернуться к выпуску модификации ветерка с удлиненным Дейдвудом. Применение таких моторов исключает необходимость подрезки или углубления транса, ухудшающих мореходные качества судна, особенно важные при эксплуатации его на водохранилищах, озерах и в морских условиях. Новый ветерок – это практически та же самая базовая восьмисильная модель, но имеющая дополнительную проставку. Возобновлен выпуск 12-сильной модели ветерка. Заявленный моторесурс двигателя до ремонта 600 часов. Срок заводской гарантии 18 месяцев. Готовили к производству совершенно новый подвесной мотор «Ветерок-20». 20-сильная двухцилиндровая модель с рабочим объемом цилиндров 326. В 1995 году освоено производство ветерков базовых моделей с реверс-редуктором. Теперь у ветерка появился задний ход. Эти моторы с индексом R являются модификацией ветерка-8 и ветерка-12. После почти десятилетнего перерыва, в 1997 году, возобновляется серийный выпуск Нептуна-23. Это был тот же самый Нептун, образца 1973 года, но с другим карбюратором и электронной бесконтактной системой зажигания. Проходят испытания опытные образцы морского варианта, планируется выпуск мотора с длинной ногой. Завод практически готов к серийному выпуску Нептуна-25. Благодаря модернизации он вполне может конкурировать с импортными 25-сильными моторами. Новый Нептун с пилотом Юрием Жуковским завоевал второе место в 15-минутной гонке, а в спринте легко обошел пластиковую лодку с 25-сильной Ямахой. Моторостроители продолжают работу по совершенствованию лодочных моторов и смогли показать ряд опытных образцов. Ветерок-6 – это дефорсированная восьмерка, упрощенная и удешевленная конструкция с измененным дизайном. Винт 9.9 – дефорсированный 12-й ветерок с повышенными требованиями по безопасности и экологичности, экспортный вариант ветерка. Отличается лучшим качеством окраски и измененным дизайном. Широко известный у нас подвесной лодочный мотор «Вихрь», первая модель которого была создана еще в 60-е годы, до сих пор серийно выпускается в Самаре открытым акционерным обществом «Моторостроитель». Несмотря на сложности с финансированием, продолжается работа по совершенствованию «Вихря». Было решено сделать мотор работоспособным при использовании бензинов с более высоким октановым числом, отвечающим зарубежным требованиям. Благодаря изменению конструкции двигателя увеличивается мощность до 32 сил. Решаются задачи улучшения экономичности мотора, повышения работоспособности деталей и узлов, работа по снижению шума и вибраций, улучшению дизайна. В 1998 году акционерное общество «Моторостроитель» и Самарское конструкторское бюро машиностроения разработали новый подвесной мотор «Вихрь-30МА», который является следующим этапом развития лодочных моторов семейства «Вихрь». Проведены испытания опытных образцов мотора. Новые модели «Вихрей» давали надежду и оптимизм, однако серийного производства не состоялось. В 2001 году продолжается наращивание производства подвесных лодочных моторов «Вихрь-25» и «Вихрь-30». Если в прошлом году было выпущено 6000 моторов, то в этом году планируется увеличить объем производства до 10 тысяч штук. Это будет в основном «Вихрь-30 Электрон» с электронным зажиганием и ручным запуском. Заводская цена на него составляла около 16 тысяч рублей. Кроме того, по специальным заказам может поставляться и «Вихрь-32». Налажен серийный выпуск единственного в своем роде водометного мотора «Микроша» мощностью 1,2 лошадиные силы, не имеющим аналогов ни в России,
ни в СНГ, ни в мире. Ввиду своей маломощности, Микроши является одним из экологически чистых среди отечественных серийно выпускаемых лодочных подвесных моторов. Выброс отработанных газов производится в воздух. Конструкция пароводяного глушителя обеспечивает низкий уровень шума. Многократно проводимые испытания доказывают уникальные технические характеристики мотора. Надувная лодка с 4 пассажирами на борту развивает скорость до 7 км в час. А жесткая прогулочная лодка при загрузке 230 кг разгоняется до 8 км в час, байдарка до 13 км в час. На заводе ведутся опытно-конструкторские работы по созданию мотора «Кальмар». В отличие от Микроши, на нем будет установлен двигатель мощностью 2,2 лошадиные силы. В 2005 году начинается выпуск нового Салюта 2,5, который отличается от своего предшественника Салюта улучшенными техническими характеристиками. Он получает другой кожух, состоящим из 2 пластмассовых половинок, другой карбюратор и пластиковый бензобак. Разработчики постарались учесть все претензии владельцев старых Салютов, но выпуск этого мотора продлился недолго. С 2006 по 2008 годы выпускался Ветерок 9.9, сделанный на базе Ветерка 12. Старый Ветерок получил измененный дизайн, верхнее расположение ручного стартера, измененная подвеска с блокировкой откидывания мотора при запусках, кнопка «Стоп», улучшена топливная система. Но народную любовь мотор так и не получил. В 2009 году компания «Лодочные моторы», находящаяся в городе Броницы, Московской области, выпускает первый опытный экземпляр лодочного мотора «Импульс» мощностью 90 лошадиных сил. Основная идея состояла в том, чтобы в качестве силового блока мотора применить проверенный и хорошо отработанный автомобильный двигатель последних модификаций из линейки ВАЗ и наладить выпуск моторов большой мощности, никогда ранее не производимых в России. По результатам стендовых испытаний, в конструкцию мотора были внесены небольшие изменения, направленные в первую очередь на улучшение потребительских свойств и удобства эксплуатации. С началом навигации 2009 года мотор продолжил испытания на различных типах судов в реальных условиях эксплуатации на реке Москва. В 2011 году была выпущена первая установочная партия серийных моторов, которые также присоединились к программе испытаний. Такие испытания проводились до начала серийного производства в 2012 году и продолжаются по сей день. Линейка включает в себя моторы мощностью 90, 115, 140 и 160 лошадиных сил. Изначально «Импульс» был только водометным мотором. Со временем мотор поступил в продажу с традиционным реверс-редуктором и грибным винтом. При этом обеспечена полная взаимозаменяемость редуктора и водомета, даже без снятия мотора с транса судна. На сегодняшний день лодочный мотор «Импульс» является единственным российским лодочным мотором мощностью от 90 лошадиных сил. К 2010 году был полностью прекращен выпуск лодочных моторов «Ветерок», «Нептун» и «Вихрь». Продолжением знаменитого «Ветерка» стал лодочный мотор «Волгарь». Запатентованная монолитная мотоголовка собственного производства устанавливается на ногу «Ветерка», и получается мотор мощностью 15 лошадиных сил и весом всего в 29 кг. Импортный карбюратор ирландской фирмы Tillotson, бесконтактная система зажигания производства ОКБ «Планета». После долгих испытаний, опытной эксплуатации, анализа рекламаций,
доработки конструкции и технологии, работы с субподрядчиками и поставщиками, в конце 2012 года начинается производство подвесных моторов «Волгарь» собственной разработки мощностью 9,9 и 15 лошадиных сил. Поступала критика за использование морально устаревшей подвески ветерка, не имеющего редуктора с задней передачей, выхлопа через ступицу гребного винта, удобного румпеля и прочего. Объяснялось такое решение тем, что любой желающий мог модернизировать свой ветерок, приобретая только мотоголовку от «Волгаря» и установить самостоятельно. Были спроектированы собственные гребные винты разного шага левого и правого вращения. «Волгарь» еще называли «Ветерок-15», потому что идеи создать такой мотор были еще при жизни оригинального ветерка. Планировался выпуск 20-сильного мотора и даже был готов экспериментальный образец. В планах было даже разработать мотор мощностью 40 и 50 лошадиных сил. В 2016 году выпуск лодочного мотора «Волгарь» прекращен. Но уже в 2017 году в Тольятти выпуск мотоголовок «Волгарь» возобновлен. И в июне 2019 года появляется лодочный мотор АЗП 9.9, названный в честь стоявшего у истока проекта АЗ Powertrain. Постарались исправить все проблемы «Волгаря», АЗП получил множество изменений и доработок коленчатого вала, блока цилиндров, системы зажигания. Заменили карбюратор на аналогичный Yamaha 15. На сегодняшний день лодочный мотор АЗП является единственным российским лодочным мотором мощностью 9,9-15 лошадиных сил. История отечественного лодочного мотора намного обширнее и интереснее, чем кажется. Про каждый мотор, в частности, можно говорить еще очень долго. А ведь сколько еще было невыпущенных моделей, существовавших только на бумаге или в единственном экземпляре. Сегодня большим везением будет найти те самые редкие модели, которым было не суждено попасть в серийное производство. Большое спасибо хранителям истории, коллекционерам и реставраторам, создающим настоящие музеи советских лодочных моторов, где можно своими глазами увидеть нашу с вами историю.